маленькие зрители! Это видео я посвящаю вам, подросткам. Сегодня я хочу рассказать вам о фитнесе в вашем возрасте, какие особенности занятий, какие особенности упражнений, какие особенности питания, чего нужно опасаться, чему нужно уделять больше внимания. Так что давайте приступим. Сразу же начну с того, что вы просто огромные молодцы. Я очень этим горжусь, действительно, потому что в таком возрасте понимать, что хорошо, что плохо, различать это все, это очень ценно и очень редко в наше время. Потому что большинство молодежи сейчас считает круто покурить, выпить там этот Red Bull или что-то в этом роде, а не пойти заниматься фитнесом и добиваться хорошей фигуры и здоровья, потому что это сейчас не модно. Как бы все говорят, что фитоняшки, все дела, вот это спорт, это модно, но все-таки ты будешь казаться все-таки какой-то белой вороной в своем классе или в университете, если ты, допустим, будешь заниматься спортом, а все будут где-то в сторонке курить. Вот они будут, их будет больше, но ты будешь один, который ты среди них будешь неправильный. И, кстати, вот эта неправильность, на самом деле это круче, чем быть как все. Курить как все, пить как все, ходить по клубам и так далее. Поверьте, они поймут это все, но это будет слишком поздно для них. Самое главное в нашей задаче фитнеса для подростков ни в коем случае не усугубить нашу ситуацию в спорте, то есть не нанести какого-то вреда, о котором вы пожалеете потом в будущем, никаких, чтобы травм у вас не было. Наша цель — укрепить ваше здоровье, укрепить ваши мышцы, потому что в большей степени сейчас молодежь очень вялая. И они как зомби на самом деле ходят, потому что они сутками сидят за компьютером, сутками сидят на диване, едят какой-то фастфуд, какую-то быструю пищу, которая, в принципе, их просто потихонечку убивает. А потом мы удивляемся, почему у нас молодежь падает в обмороки на физкультуре, еще не дай бог какие-то смертельные случаи на физкультуре, вон по новостям всегда показывают такие. И почему так случается? Потому что наша молодежь, она высыхает, она просто не живет. Вы молодые, вы должны радоваться жизни, вы должны бегать, гулять. Сейчас выйти во двор, допустим, посмотреть, сколько детей во дворе гуляют. Ну, единицы. Сейчас большинство молодежи сидит ВКонтакте, в Ютубе. Это, конечно, хорошо, если вы попали на меня, и сейчас я вам это все рассказываю. Но действительно наша молодежь сейчас компьютерного поколения. И это очень печально, потому что все-таки хочется, чтобы вы двигались, вы жили. И, в принципе, я вам этого и желаю. Так, теперь я хочу с вами поговорить насчет тренировочек. Что, в принципе, чем мы занимаемся на моем канале. Вы должны различать для себя два вида тренинга. Кардио тренировки, то есть, что такое кардио? Коротко. Быстро двигаемся, сжигаем жиры, потому что, в принципе, кардио должно присутствовать у любой девчонки, даже если у нее нет избыточного веса. Конечно, если у вас есть много избыточного веса, там, допустим, 10-20 килограмм, то кардио ваш друг номер один. Кардио должно быть легким. Допустим, те кардиотренировки, которые показываю я, это просто самый легкий вариант. Вы еще не видели, что такое кардио на самом деле, если честно. Эти тренировки вы можете выполнять просто не боясь, включать и повторять именно за мной. Кардио мы делаем после силовой тренировки, если она таковая присутствует в вашем дне. И второе, силовые тренировки. Здесь вы должны быть чуть повнимательнее. Ваши силовые тренировки немного должны отличаться от моих. Если вы, допустим, включили тренировку со мной и видите, я здесь использую, во-первых, дополнительный вес. Дополнительный вес у вас или должен отсутствовать вообще, то есть гантели мы вообще не берем. Если у вас есть, допустим, гантели мамы, мама занимается фитнесом, конечно, вес ее больше гантель, чем у вас должен быть. Вы должны брать, если вы уже берете гантели, ну не больше 2-3 килограмм, если вы вообще занимаетесь, и то не с самого начала. С самого начала, если вы решили только-только заниматься фитнесом, вы вообще должны работать с собственным весом и все. Больше вам, в принципе, и не нужно. Мы должны просто укрепить свой мышечный каркас. Мы не должны себе накачать банки. У нас, в принципе, этого и не получится без каких-то дополнительных весов. Но мы просто работаем на подвижность тела, на здоровый образ жизни. В принципе, ваша цель такая должна быть на это все. Если, конечно, у нас много лишнего веса, здесь мы бегаем, прыгаем,
больше двигаемся. И сразу же, насчет тренировок, в принципе, я думаю, все понятно. Еще раз, быстренько, коротко. Если мы включаем мою тренировку, допустим, еще одно. Если мы видим, я говорю, это упрощенный вариант упражнения, мы, именно подростки, делаем этот самый упрощенный вариант. Конечно, если вы уже долго занимаетесь, то вы можете повторять за мной. Вообще мои фитнес-тренировки, они очень легкие, я бы сказала, потому что вот сейчас пошли новые полноценные тренировки, да, здесь посложнее уже будут, там уже после New Body, которые идут, там уже посложнее упражнения, но я специально их делаю для тех, которые прошли New Body по третьему, четвертому кругу, потому что уже нужно усложнять упражнения. Но всегда все можно упростить. Я всегда буду говорить уже, если есть упрощенный вариант упражнения, то вы слышите это и сразу, ага, все, я делаю упрощенный вариант. Так что не перенапрягайтесь. И если дополнительный вес, мы его или не берем в самом начале, если занимаемся, или берем, но не более 2-3 килограмм. Так, насчет тренировок, я думаю, понятно, да? Теперь я хочу пробежаться по правилам, то есть даже ошибкам, которые допускают подростки в своих тренировках. И это очень важно. Даже, может, и не подростки, а уже тети, девушки, женщины, которые, вот, допустим, только начинают тренироваться, и им тоже будет это интересно узнать. Итак, самый главный первый пункт, который вы должны запомнить раз и навсегда. Прежде тем, как начать ваши тренировки, ваш здоровый образ жизни, чтобы стать фитоняшкой, красивой девчонкой с красивой фигурой, вы в первую очередь должны наладить вашу систему питания. Даже если мы будем суперские упражнения делать, заниматься, потеть невероятно, вы никогда не добьетесь шикарных результатов, если вы не наладите свое питание, если вы будете до сих пор есть эти бургеры, всякие шоколадки, сникерсы, всякие картошки жареные, всю эту ерунду, в общем-то, нужно исключить из вашего рациона питания. Самое главное, что я вам всегда советовала, это правильное питание. У меня недавно вышел ролик про правильное питание. Если вы еще не смотрели, пожалуйста, посмотрите. Я, в принципе, рассказываю там все основные правила, которые должны соблюдаться, в принципе, каждой девчонкой. И если вы будете их соблюдать, вы уже гораздо улучшите свой рацион, свой метаболизм. Вы как бы освежите свой организм, ваш организм очистится, и просто вам будет легче жить на самом деле, и ваши результаты с тренировками будут гораздо лучше. Второй пункт – это налаженная система тренировок. Невозможно тренироваться просто наугад. Допустим, сегодня я тренирую пресс, не пресс, попу. Вот у меня сегодня попа толстая, так, попу я сегодня, и ляшечки толстоватые, да, сегодня ляшечки потренирую, что-то там у меня бедра потолстели за сегодня. В общем, так нельзя. Я уже делала видео про план тренировок, как это должно выглядеть, в принципе, для хороших результатов. Так что, пожалуйста, посмотрите, если вы еще не видели. И именно так я, в принципе, советую всем тренироваться. Что начинающим, что подросткам, что уже и девушкам в возрасте, как бы можно сказать. Это самый лучший, мне кажется, тренировки в стиле сплит. То есть разделяем мышцы по группам, 2 группы тренируем в один день. 3 дня тренировок. Все. Это, мне кажется, идеально. Третье. И мне кажется, это самое главное, что вы должны знать, прежде тем, как начать любое ваше упражнение. Техника. Без техники мы никуда. Особенно подростки. Особенно. Потому что в вашем возрасте очень нужно знать технику. Очень важно все упражнения делать с правильной техникой, потому что вы можете делать это месяц-два с неправильной техникой, и вы ничего не почувствуете. Да что мне там, делаете выпады, и все, и нормально. Но потом у вас могут вылезти такие проблемы, что ой-ой-ой, лучше бы вы этого вообще не делали. Так что за техникой вы должны следить в первую очередь. И я всегда могу сказать по 35 раз в одном упражнении, как это все делать, но чтобы вы просто запоминали это и делали потом на автомате. Так что следите, пожалуйста, за вашей техникой. Четвертый наш вариант – это когда у нас отсутствует какая-то регулярность в тренировках. Допустим, вот особенно девчонки ленивые, я знаю, есть такие, да в принципе это у всех у нас есть. Допустим, сегодня понедельник, нет, этот понедельник не мой, я начну заниматься в следующий понедельник.
этот понедельник, блин, я бы его вообще переименовала в день ленивых, если честно, потому что все, во-первых, откладывают все на какой-то срок, все начинают, допустим, потренировалась она в этот понедельник, но потом у нее там то мама ее отвлекла, то там что-то в школе, какие-то выступления, то еще что-то там, то в университет надо бегом бежать, то что-то отвлекает или просто лень вообще на самом деле. У вас должна быть регулярность, то есть 3 раза в неделю. И эти 3 раза в неделю вы хоть убейтесь об стену, но вы должны тренироваться, действительно. Итак, 5-й наш пункт – это отсутствие полноценного сна, что очень важно для нас, особенно для девочек, для подростков. Мне кажется, это тоже очень важно, потому что некоторые из нас очень любят, опять же, вспомню наш компьютер, посидеть поздно за компьютером, посмотреть какое-то видео, кого-то пообсуждать, пообщаться, в общем, за компьютером допоздна. И потом еще и утром в школу вставать рано, в университет, что-то нужно делать, и мы все сонные, с синяками, замазываем их тоналкой. В общем, это все ерунда полная. И никакого здоровья у вас не будет, как бы, если у вас не будет полноценного сна. Это вам скажет любой спортсмен, потому что все мышцы, весь организм восстанавливается за счет сна. 6-й наш пункт – это спортивные добавки. Здесь я хочу остановиться более конкретно. В основном все девчонки вот сейчас, как раз когда мода пошла, фитнес-бикини, фитоняшечки, все дела, спорт пошел в моду, это, конечно, очень хорошо, но очень много же рекламы вылезло именно спортивного питания, всяких таблеточек, там каких-то порошочков, и девчонки по незнанию давай покупать это все, пробовать на себе, а потом что-то у них там не то со здоровьем, месячные пропадают, еще что-нибудь, не дай бог, и они просто не знают, что это такое и как это все потреблять, и нужно ли им это вообще. Что хочу сказать по поводу спортивного питания и подростков. Вообще скажу про себя. Я лично спортивное питание, то есть протеин, только лишь протеин сывороточный, больше я ничего в принципе не пью, кроме протеина и L-карнитина. Все, больше я пока ничего не пью. Вообще все это я начала пить только полгода назад. До этого я вообще ничего не пила. И то же самое советую вам. Не то чтобы это плохо. Сывороточный протеин, я вам рассказывала, что это такое. Это просто белок, который выжат из всех продуктов. Чистый белок. Это не химия. Я вам все равно подробнее потом расскажу о спортивном питании, то есть именно о протеине, чтобы вы до конца уже поняли, что это такое вообще и зачем оно нам нужно. Но скажу вкратце, что это не химия, протеин сывороточный, это не химия, и в принципе, как бы по идее, подростки могут пить его после тренировки, в принципе, 3 раза в неделю, больше, я думаю, не нужно им, можно пить, но простите меня, я занималась фитнесом дома, только в домашних условиях, и не пила его, и просто питалась правильно, я ела много белка, и в принципе, на мой вес я достаточно белка именно и потребляла. И я же нормальная выросла, не корявая какая-нибудь, и все у меня нормально было, и мышечная масса росла, и я худела, и все такое. И я прекрасно обходилась без протеина. Так, следующий наш пункт – это перетренированность. Очень важно, потому что очень многие девчонки в погоне за идеальной фигуркой, чтобы стать эталоном, да, фигуры 90-60-90, все хотят тренироваться каждый день качать пресс, о чем я уже 300 раз говорила, каждый день убивать попу свою, ягодицы и так далее. И все пытаются за каждый день натренироваться, а потом они вдруг встают утром и понимают, что все, капец, я больше не буду тренироваться, потому что у меня все болит. Конечно, девчонки, у вас все болит, потому что, во-первых, о том, что я говорила раньше, мы тренируем 2 группы мышц не более в один день, и вообще должны быть перерывы между тренировками, о том, о чем я говорила тоже вам раньше, потому что наши мышцы должны восстанавливаться. В общем, не убиваемся. Это самое главное, то же самое в тренировках, давать себе отдых хороший. Следующий наш пункт – это кардио для всех, потому что мне кажется, кардио-тренировки должны выполнять не только там девчонки
там, кто хочет похудеть, ну и подростки в первую очередь, потому что, как я уже говорила, сейчас подростки очень вялые и не энергичные, и им кардио, бег, велосипед, плавание, танцы особенно очень важны в вашем организме и вообще в ваших тренировках, потому что это верный путь к укреплению вашей сердечно-сосудистой системы. Потому что, как я говорила раньше, подростки сейчас очень слабые, и укрепить ваше сердечко сейчас очень важно. И последнее, девчонки, о чем я хотела вам сказать, это о вашем восприятии себя, о вашем отражении в зеркале, о том, что вы себя как-то недолюбливаете. Я знаю, что очень многие подростки очень самокритичны, они думают, что они очень толстые, они никому не нужны, никто на них не посмотрит, никакому мальчику они не нужны. И я хочу вас убедить в том, что все мы имеем свойство изменяться, все мы имеем свойство меняться в лучшую сторону. А если мы этого захотим, мы обязательно это сделаем. Поэтому, девчоночки, если мы взялись за наше здоровье, за наш здоровый образ жизни, за наше питание, за наши тренировки, если вы возьметесь за это хорошо, настойчиво, если будете следовать моим советам, то мы обязательно станем с вами красивыми фитоняшками. Я вам это обещаю. Так что, девчонки, тренируемся, питаемся правильно, а мы скоро увидимся. Пока!